Привет, друзья! С вами Евгений Филоненко. Сегодня я расскажу вам, из чего можно построить самый дешевый дом. В интернете много дискуссий по этому вопросу. В большинстве случаев это споры между любителями каменных домов и деревянных домов, в частности каркасных. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто же все-таки из них прав. Мне приходится много считать смет, делать это регулярно. Также уже появился опыт сравнения плана и факта. План – это смета, а факт – это фактические расходы. И из своего опыта первый вывод, который я вам хочу донести, это то, что стоимость стен – это всего лишь 15% от стоимости дома. Все остальное – это тоже достаточно большие расходы. Это 85%, и это фундаменты, отделка наружная, внутренняя, кровля, окна, электрика, отопление, ну и так далее. Поэтому даже если вы сэкономите сильно на стенах, например, сэкономите треть на стенах, то вы в общей стоимости сэкономите всего лишь 5%. Поэтому первый важный вывод – это то, что экономить нужно на каждом этапе строительства. Ну и все же вы спросите, так все-таки какие стены дешевле? Каменные, например, газобетонные или, например, каркасные, то есть с деревянным каркасом. Я считал сметы и тех домов, и тех, и скажу, что их стоимость в целом по стране, в среднем по стране, примерно одинакова. Каркасные стены, они практически не отличаются по цене. То есть на сегодняшний день из каменных домов самая лучшая технология — это как раз таки газоблок, газобетон. То есть газоблочные стены на сегодня оптимальны по цене, качеству. Из деревянных домов, деревянными домами считаются все дома, у которых несущие конструкции из дерева. То есть к этой категории относятся и дома из сруба, бревна, и к этой категории также относятся и каркасные дома, потому что у них тоже несущие конструкции выполнены из дерева. Так вот, среди деревянных домов с деревянными несущими конструкциями оптимальными на сегодня являются как раз таки каркасные дома. Здесь уже спор лежит больше в плоскости не каких-то рациональных доводов, а в плоскости предпочтений. То есть есть люди, которым принципиально нужен каменный дом, для них их дом — это их крепость, и дерево они не рассматривают как строительный материал. И есть люди, например, я к ним отношусь, это те, для кого каменный дом ассоциируется с чем-то холодным, сырым, то есть мне хочется чего-то более теплого, я рассматриваю деревянные дома. Среди деревянных домов на сегодня каркасные дома самые лучшие, поэтому я живу в каркасном доме. По стоимости это примерно одинаковые технологии, но есть один нюанс, о котором я сейчас расскажу. Третье, что я хотел бы рассказать, это то, что споры о том, что дешевле, что дороже, они бессмысленны без привязки к конкретному региону и месту строительства. Дело в том, что есть регионы, например, на юге, вот, например, в Крыму любят строить из местного каменного материала ракушняка. Там дерево привозное, оно там не дешевое. Есть, например, лесные регионы, где наоборот дешевый и бросовый материал — это дерево, а, например, каменный дом там получается дороже. Рассматривать, что дешевле, что дороже, нужно в конкретном регионе с их ценами на виды материалов, на работы, ну и так далее. Также бессмысленные разговоры о том, что дешевле, что дороже, без привязки к конкретному участку. Например, если участок на склоне и дом будет стоять на склоне, то здесь выгоднее, гораздо выгоднее будет свайный фундамент и каркасный дом на этом свайном фундаменте. Если же участок, например, ровный, то здесь, наверное, я бы посоветовал сделать, например, плитный фундамент и газобетонные стены, потому что фундамент тогда получится на ровном участке недорогой, плитный или ленточный. На этих фундаментах можно поставить прекрасные газобетонные стены. Если же дом на склоне, то ленточный фундамент на склоне будет очень-очень дорогой, поэтому каменный дом на склоне — это достаточно дорогое удовольствие. Есть еще такие нюансы, как этажность дома, да? Этажность тоже влияет на стоимость строительства и на выбор технологий, потому что если дом двухэтажный, каменный,
то, например, железобетонное монолитное межэтажное перекрытие, оно стоит дороже, заметно дороже, чем, например, деревянное перекрытие межэтажное в каркасном доме. Двухэтажные дома дешевле все-таки каркасные. Одноэтажные дома дешевле, скажем так, предпочтительнее, наверное, каменные дома. То есть третий совет о том, что дороже, что дешевле, нужно рассматривать с привязкой к месту строительства. Поставьте лайк, если согласны. Чтобы вам в вашем регионе и с вашим участком определить оптимальные решения, то есть выбрать оптимальный фундамент, оптимальную технологию возведения стен, кровлю оптимальную по форме, по кровельному материалу, вам здорово поможет опытный прораб. Опытный прораб на самом деле сэкономит вам много денег. Проблема здесь в том, что много прорабов малоопытных или с узким кругозором, которые привыкли строить только каким-то одним способом. Допустим, привыкли они строить ленточные фундаменты и газобетонные стены. И они всем своим заказчикам предлагают именно такой вариант. А, например, дом находится на склоне, и они строят ленточный фундамент дорогущий и газобетонные стены. И все это получается очень дорого. Есть обучающий курс «Прораб каркасного строительства», и там мы даем как раз таки широкий кругозор. Мы даем там знания по разным технологиям малоэтажного строительства, по фундаментам, по кровлям, кровельным материалам, стеновым материалам. И если вы прораб или работаете в строительстве и хотите получить современные знания по малоэтажному строительству, то регистрируйтесь на наш бесплатный вебинар, и вы узнаете много нового. Ссылка на этот бесплатный вебинар в описании к данному видео. Итак, подытожу. Первый вывод. Стены — это всего лишь 15% от стоимости дома. Экономить нужно на каждом этапе. Нужно принимать грамотные решения. Второй вывод — это то, что газобетонные стены и каркасные стены по стоимости выходят примерно в одинаковую стоимость в среднем по России. Третий вывод — это то, что дешевле, что дороже, следует обсуждать с привязкой к конкретному земельному участку и региону. Если вы с этим согласны, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы ваши друзья тоже избежали распространенные ошибки в строительстве своего дома. Всем до новых встреч, всем пока!